что стоит нажать. Флэшбэки даже есть, прикольно. Кстати, вот он нырнул в озеро. Если в контроле AMC Алана Уэйка говорится о том, что озеро было порталом между некими измерениями, похожими, там какой-то черт жил, очень вероятно, что он просто куда-то в другое место попал, запрыгнув туда за женой, как исы и так далее. Топки, блядь, просто не занимают, что за дрянь с электрикой у них. Капец, там что-то блинкает. У вас телевизор с такой частотой. Просто трэш. Так, а в туалет сходить нет? Ну, то есть телефон. Телефон. Красивенько. Столько места только под картину. Россию мы бы шкафов не ставили. Хорошая большая волна. Чистенькая. А вот, кстати, приемничек, его надо собрать. Да, так, здесь у нас что? Ничего, там еще кофе надо будет стырить. Что, конечно, кажется, что я... Ничего там было. Должно было быть, по идее. Так, здесь бегать нельзя, да? Теперь учить кофе. Алана Уэйка, Little to Center. Правителя Алекс Кейси триллер. Правителю. Второе, что я не могу забыть. Алекс Кейси. Вещи, которые я хочу. Мне нужно падение Кейси. Обязательно без пистолета. Чувак, они тебе пригодились. Почитаем. Блин, я ведь там не собрал все страницы, получается. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. Кстати, озвучка похожа, как в контроле. И, кстати, про страницы. Я что-то тут вспомнил, что все можно собрать только если несколько раз пройти. Если они просто не появляются. Dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now. В контроле этот директор говорит таким образом, когда по телефону с ним созваниваешься. Телефон... Так, погоди-ка. Телефон курильщика. Кошмар. Раз. 3 страницы пропало, да? Вот как раз у них значок стоит. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Вот, это, конечно, вот эти страницы. Блядь, другой уровень сложности.
Черт, все-таки надо было уровень сложности другой выбрать. Я все-таки тогда пытался. Блин, а здесь страница грязи. Но там такая проблема на кошмарном уровне сложности. Патронов вообще по нулям. Эти черти неубиваемые, фонарик кончается. Наверное, вы отвалились. 30 секунд, когда дойдет до Твича. Плохо, блин, когда перезагружается все это дело. Так, ладно. Здесь тоже, скорее всего, ничего нет. Что черти там, черти. Пипец, не туда. Ты живешь в квартире напротив квартиры. Скучно, с кем-то не там. Звуки такие, звуки дурацкие. Страх. Дорогой, включи капельную кофемашину. Да, кофе я тоже бухнул. Но если я не попью, то до завтра. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Мой Well, dear, you seemed to мой think so last олененок. night. Немножко секса, что ли, было, да? Телефончик. По-моему, раскладуха мотороловская. Чуланий. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Они большие, Honey, чисто. it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. Это We'll just break угодно out the обосраться. candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Вот такой город, Tell me что a story, writer. такое зима бывает. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Кстати, свет тут появился. Это как из, который у Джесси в контроле. Она же с сущностью. Причем в других свет есть, а у них нет. Зандей, брат, Фолс. Настоящий. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Хуёвенько. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock.
You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Я бы не стал в это время года на природе тусить. Практика показывает, что это небезопасно. Телефон не звонил. I believe you'll find the sheriff in her office. Just go down the corridor. Да, я и не сомневаюсь, что я найду. Но, по-моему, тут будет трешачок. Разыскивается Ричард Баух, Брюс Данский, Джейкоб Миллер. Не вернулись вовремя из туристического похода, не выходят на связь. Если вы видели их или вам известны их местоположение, позовите номер 555-99-32. Спасибо. Да, знакомые рожи, кстати. Разыскивается мужчина, пропал без вести 20 июня 2007 года. Призники мастер побеждать в состязаниях. Что? Как это по нему будет понятно, если ты его где-то встретишь? Он обязательно тебя должен. Это хорошо, да, я не спорю. Так, блин, я хотел побегать и полутать тут. Потому что... Потом... Хорошо, у вас есть что-нибудь? That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Галя, куда она делась-то? Я хотел с ней как раз поболтать, она что уже? Alice was missing. I needed help to find her. I wasn't ready to leave. Я не собирался, я так проверял. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. James out. Да. Кофеечек. Страничка. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Случайно, кстати говоря. The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Да, я знаю. Не случайные случайности. Это не... Your phone, Mr. Wake?
Ну, у нас тоже можно что-то видеть, как полазаю. Полазаю. С возвращением. Если она обрывается, я очень быстро переключаюсь. My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Excuse me. I need to take this. Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Пинком влюбленных. Гай как лечу, что оказался. I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Can I ask you what the call was about, Mr. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going to help you. I need a moment, after I get some fresh air. Okay. You can find me here. We'll talk when you feel up to it. Если то не случится. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he'd quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. You can get to the back lot through that door and down the corridor, Mr. Wake. Thanks. Hey, mister! Hey, can you turn the light? The light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen to me. Thank you, man, thank you. Hey, you're alright. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See? Sure, I beat him up. Теперь башка в решетке. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen, you gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. And only one I know. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. Так. Телек мы не можем. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Сраные исы. Интересно, про что будет Control 2? The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Fence on the left. Кстати, там кефирчик есть.
И тут еще. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition. No point in getting all worked up yet. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall in the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Что это за растение? Здесь какая-то хрень растет. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Погоди, телевизор тоже здесь должен появиться. Чувак такой, блин. Упал он тут еще полуних в одном месте кликал, бетал. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Ну да. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money.
and he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Блин, кофе захотелось. Хлебает это как божественный жидкость. Во всех этих медиа. Прямо What an airhead. хочется. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Фан, да. Цветки здесь еще какие-то надо собрать. Блин, собирательство в таких играх, оно, конечно, дурацкое. Скелет колумбийского мамонта. Мамонтус колумбии. Это особь, возраст которой по оценке составляет 14 тысяч лет, была найдена в асфальтовых озерах Лабрея. В 1982 году, в 1998 году он был подарен национальному парку Элдервуд, когда колумбийский мамонт стал государственным ископаемым штатом Вашингтон. Его нарекли кривозубым Чарли, и с тех пор он является официальным талисманом парка. Асфальтовые озера. То есть у нас дорогу из асфальта делают. Там, похоже, что-то типа гудрона. Так, пожалуй, сделаю кофейчик. Тут немножко пошумит. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice, Do you and everything's just... understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. All right, wait here. Всякая хрень с реальностью, это, конечно, уровень прям, не знаю, гоняли его Quantum Break или что-то такое, какой-то пошумит. Блять, перешумел. Quantum Break, сюжет тоже про такие же реальности и прям отличненько, отличненько. Я, насколько помню, здесь такой трэш начнется. Наверное. Что даже Барри в этот трэш поверит. Ля-ля-ля. Так, кофеек выступление. Пока. Скурила. А. Нет. Странно. Так, ладно, что тут нам с Барри надо конить? Медведь. Гризли Бер. Рис Расти. А, Расти, наверное, товарищ. Ничего говорить с Расти. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Хорошо, что мы теперь знаем, что такое играть. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Hell, at least Max is gonna be okay. He got lucky. He's still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Да-да-да. Я понял вас. Стекла как будто их нет. Но иногда они... Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops.
She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing is... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Конечно. Бланк взят. Нести бланк расти. Парное занятие. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Кстати, If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know, I just don't want any trouble. Right, thanks. к сожалению, да, с капканами здесь будет жопа. Прям такая. You're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Да. Либо ты мне помогаешь, либо ты мне не помогаешь. Стрёмный лес. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Прикольное такое местечко, на самом деле. You want to know where you can shove that flashlight? Давай, ну-ка скажи, куда. Yep, you go ahead and do what you have to do. I'll be fine. Alone, but fine. In a cabin straight from a horror movie. Кстати, да. У вас кабинки-то они все в стиле ужасов. Просто потому что так устроен жанр. Для вас это обычные домики. Для нас это домики, которые типа фильмы ужасов. Блин, еще вот медвежья статуэтка. Ну, что-то как-то. А погоди.
То ли сюда в обратном направлении надо будет бежать, то ли в обратном, не помню. А да, здесь же бегать можно быстро. Точно, точно. Жакузи. Жакузе. Блин, здесь так много страниц раскидано, честно говоря. Придется, блин, бегать в каждую жопу. Что, наверное, их собрать. А колодец неплох. Воды не напьется. Не напиться, точнее. Но аутентичность. Не, ну реально, кстати, фильм как из этого, точнее, домик как из фильма ужасов. Товарищи в Америке прям реально. Чувствую себя незащищенным. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Какой-то, блин, непонятный сарай из пары досок. Может, это холодильник. Быстрый путь. Он не работает, да? Кстати, в птицах я еще не видел со стрелочками ничего. Точно же их показывает. Так, а у меня... Отлично. Ни хера нету, да? У тебя ни хера нету. Это абсолютно херово. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You'll make it sound a lot more organized than I ever seek to manage. Кто-то ходил. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. Пиздец одного. Taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun for me to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Да. Свет мы включать не будем. Потому что не будем. Потому что без света капец стрёмно. В этой стрёмной игре.
Что за блядство? Я чуть не обосрался. Сука. То ли ворона какая-то сраная была, то ли еще что-то. Короче, это было неожиданно, особенно когда... Да. Просто темно. И жутко. Жутко да жутим. Так. Фонарей не хватает. Я смогу здесь запрыгнуть? Не смогу, да? Нахер так сюда бежать? Такой чувак говорит, иди, говорит, ночью. Туда. Там что-то для тебя будет. Ты думаешь, конечно. Сука. Фонаря нет, да? Этот своим full switch. В контроле это радио было. Человек в зеркале. Шачок. Блин, эта игра, конечно, умеет пугать всяким дерьмом. А вот и наша безумная стая. Давай. Палить стаю. Красиво горят, кстати. Красиво горят
Курицы черные. Только. Lovers Peak. Пик любовников. Вершина, я бы так сказал, любовников. Что я здесь как раз все страницы и просру. Не кормите дичь. Штраф 100 баксов. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Расти это чувак, который собаку лечил. А Роуз — это девушка из кафе. Погоди-ка. Что не помню, тачка разве была? As if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Охрененно. Блин. The vision left me weak. This was no head injury. Damn. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Один хер не помочь. Он уже там. Я насколько помню, здесь сейчас такой тоже дикий трэш начнется. Без страничка, да? The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Как раз сдохнуть. The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Как раз про одиночество в таких местах. Люди типа любят на самом деле уединенные места, да, где там тихо, спокойненько. Но в случае чего это будет стрёмненько. Так, у меня из оружия-то только пистолет, да? И ни хера больше нету. Это плохо. Здесь тоже ничего нет, да? Ну что ж, так, провода трогать не надо. Они могут хорошо шахнуть. УАЗик сломался. Хороший УАЗик был, кстати. А тут, кстати, по-моему, что-то с медведем было. Да я помню. Сейчас тебе как придешь. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true.
It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Я бы песику еще выпустил, на самом деле. Песик, кто ведь ни при чем. Аптека. Помогать мужику раненому, да зачем? Реально, да. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Но оно так не работает. К сожалению. Ну, не в этой игре, по крайней мере. Медведовая статуэтка, страничка, да? At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Это типа... Надо полагать, что это будет что-то типа... Как называют? Луна выйдет. Почему у меня дробовик отняли, а? Как-то вот прям... Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Туристы блядские. Расти просто. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Дырка. И собаку сперли, смотри. Чего? Откуда ты это, блядь, сказал? License! Obey! Park Ranger's instructions. Adult! Rusty? Rusty, no! Never! Closer than 100 yards. Two bears and wolves never approached any other wildlife closer than... Сука. That must be leashed. Never leave your pet unattended. Охуенно. Ебать, он быстрый.
Трешовенько, бляха-муха. А, я вообще, кстати, помню эту трешанину. Кстати, еще в птицах. Здесь не откроется, наверное, да. Черных пятен, по-моему, нет. Я помню, они тоже с фонариком долбились. Собаку-то, кстати, смотри, песика вольные, черти, гладые. Чернота исчезла, да? Жопа елка Новый год. Кот здесь. Чувак носился, километр, чего режу. Так, теперь зарядка нам не требуется, но патроны требуются. Теперь зарядка у нас. Жопа прям. Так. Ну, кстати, здесь это ружье должно быть. Непонятно. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Да-да, и свет не выключай. Серьезно. Потому что здесь прям капец. Кстати, в птицах не известно, да? А здесь есть какая-то шляпа. Типа отхильнуться. Странички. Банки. Банки были пирамидками. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Да. Теперь, правда, этого никогда не случится. Ой, хотел бы я тоже здесь не бегать, честно говоря. Такое себе, блять. Развлечение. Ну, не я сам в игре, конечно. Это игра стрёмная. В контроле вот эти исы, они как-то не пугают. Здесь все-таки такой хоррор. Хорроровый хоррор. Что-то желтенькое перестало попадаться. Слово совсем. Здесь, кстати, Lover's Peak was at the far end of the nature trail. жопа начнется. Вот желтенькая, да? Такой ночью кругом привидения, всякая херня. Темно. И ты в какую-то ебучую пещеру полез с мышами. Ебись оно все конем. Ну типа, я бы не пошел. Я бы не пошел. Да, я помню, что ружье. Я
конечно, не самая прикольная тема, да. Но нужно. Здесь прям капец нужно. У меня хотя в ружье 2 патрона. Это один. Этого нифига не хватит. С патронами капец нехваточка. Ну что ж. Ну начнется трэш. Не сработало, да? Блять, один патрон в никуда ушел. Это плохо. Один патрон в никуда. Это очень-очень и очень в никуда. Я вижу страницу. Туда еще надо добежать, да? Любовный пик. Блин, этих придурков по трое. Еще луна мне не помогает ни хера. Она типа не свет. Сука. Заставляют бегать в эти места. Ради страниц. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Mm-hmm. 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 Патронов нет, да? Желто. Это не желтенькое было? Нет, это плесень какая-то. Блин, вот это... Блядь, бежать, догонят ведь. Иди нахуй. Я вас не люблю. Вот эта вот штука прямо нагнетает. Ощущение, что тебе вот прям кто-то на хвост наступит, она прям подбешивает. Так, здесь я только упаду, да. Придется бежать. Визитор-центр Лаверс Пик. Карты не хватает просто от слова совсем. Ну, то есть, чтобы понять, где тут что валяется, да, там страничек по свету. Так. Короче, когда вот это... Ну, вот и да. Вот и да, я помню это говно.
Хер там делать? Я так считаю. Сейчас они отрезвятся, и будет опять жопа, блин. Да. С печального лампа погаснет. Визитер-центр, кофе-шоп. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Да, так, за большим камнем. Это небольшой камень, да? Повернул за угол. Так, за угол это значит не в ту сторону. Что-то лаверпик. Значит, сюда. Чисто теоретически я вижу. Тут можно срезать. Я тоже помню, здесь трешатина была. Ну что ж.
Это, кстати, было последнее, что у меня было. Но теперь за большим камнем надо искать тайник. Просто. Здесь эта сука только ревительником пошел, да? За угол, блин. Дерьмо тоскливое. Какие гады. Здесь надо, да. Надо сюда прыгать нахер. Не знаю, можно ли прыгнуть. (1980, 1853, 78, 87, 100 лет типа прошло. Нет, 1987, 1929. Я так может быть. Это какая-то хрень. Погоди читать. Дерево, с которого был сделан этот срез, сначала расти в 1846 году в подписании Орегонского соглашения. Прочие знаменательные события, отмеченные на кольцах, образовали территорию Вашингтона. Основание горнодобывающей компании Bright Falls самого города Вашингтон получает статус штата. Дерево пострадало от пожара. Добывающая компания Bright Falls закрывается после извержения вулкана под озером Колдон. Извержение вулкана Святой Елены. Дерево повалено во время бури 87-й. 1987-й. Почему в середине? Непонятно. Где, блин, тайник, я вас спрашиваю? Потому что прям как-то плохо. Я ведь все поменял. 2 патрона. Это вот как раз... та хуйня, про которую я и говорил. Здесь патроны кончаются. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Агент Найтингейл. Это, наверное, AMC. Соплецкого лифта. Лучше бы я мог вещи дать. Еще, по-моему, мне сейчас будут топоры кидать, а мне даже ничем не работать будет. Только знаешь, как это вот ночью переться куда-то в лес, в горы. Это как Silent Hill. Нет, Twin Peaks, короче. Вот, я вспомнил, что мне эта хрень не будет.
таки не остановились. Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Хорошо тебе говорить, что у тебя есть ракеты. У меня-то их нет. Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Погоди. Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. That's what I got for you! Мы пойдем дальше, нет? Ты еще прям не меткий такой. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do. Я уже набрал этих. Что-то нет ничего. Что печально, что печально. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Hold on, damn it. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it or lose it. That's what I got for you. Свет. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. Чашечка, да, но вот листочки, к сожалению, хреновенько попадаются. Сценарий, да?
Охуенно просто, чувак. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? Он точно займся. Entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her now. Ну, отлично, да. Стоило уебаться. Да. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Так, у меня есть немного всякого говнеца. Потрохи. Потрохов тут у меня мало. Сейчас же непонятное что-то. Что-то на непонятном. Это у них тридцатничек, да? On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign. And nothing was safe or innocent anymore. I'd never... Да. Только попадая в говно, можно понять, насколько оно вонючее. А до этого можно только фантазировать на эту глупую тему. И еще хер непонятно, куда здесь бежать. Rusty had warned me about these traps. It hurt like hell. I was stuck. Блять, я думал, это, сука. Этот, как его называют? Листочек. Это оказался не листочек. Какая-то херня. Капканя. Еще хотя не, блядь, светится. Их тут до хера просто. Как я посмотрю. Вообще просто все заминировано этим говном. Домик, да? Вот супер. Баночки.
На это говно потом тратить. Где? А сюда-то дальше. Ничего. В лесу тут лазаешь ночью в темноте один. Был единственный чувак, который помогал. И он просто потерялся. Ёпты, хорош. Пробраться через лес с возвращением. Интернет отваливается. Не знаю, это по-русски, если по-английски. Интернет connection sometimes. Я его порвало просто. Да. Я реконнекчусь быстро, но это бывает не всегда очень быстро для вас, потому что типа 10 секунд проходит примерно с задержкой для Твича. Блин, где дорога-то я не вижу. Да? Я потратил последний свой мощный запас против танка. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Да, я как раз последний свой крутой потратил патрон. Там ничего нету, да, перезаряд. Так, думаю, что интересно сегодня я дойду до конца второй главы. О, кстати, о птицах, оказывается. Полный лес генераторов, а я тут какого-то хера. Ладно. Это печально. Ну, тут можно побегать, кстати, посмотреть, нет ли желтого дерьмеца. По-моему, нету, да? Ох, тут внезапно оказалась пропасть, да? И это было печально. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here. It was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Блин, с этими пятнами я что-то пропустил. Смысл. Что там надо было сделать с самолетом?
давайте сюда бежать. Не вижу больше желтых стрелочек. Смотрите, что ли, там что-то сверху. Блин, меня бесит эти загадки, конечно. Так, где-то здесь есть какое-то сокровище, но я его не вижу. С самолетом что ли есть? Наверное. Здесь, конечно, чудесно, замечательно. Правда, тут есть ящик. Так, у меня теперь есть чудесная ракетница. И это значит, я могу минут через 10 опять интернет отвалится. Где-то примерно раз 50 минут. Тоже придется будет перед чем-то, блять. Скажу так минут 5. Ой. Халява прийти. Что за босс-файт, походу. Ночные гопники какие-то тут. С одним факелом пожертвовать, да? И это плохо. Почему фонарик-то, блин, не работает этот дурацкий? Я вот не понимаю, сюда что ли бежит? Допустимо. Да и вынести. Здесь вроде бы как и светло, но в то же время нифига не светло. Интересно, топливо вообще взрывается. Ну, чисто так, теоретически. Если бы я в него попал. Еще хорошо, как капканов нет. Листов тут, похоже, нет.
Это не лестница, да? Блин, я помню эту заброшку тоже здесь лазать не очень прикольно. Я до сюда доходил. Вообще далеко доходил. Блять. Вот это я все равно выпилился, да? И это печально. Писатель, который не умеет карабкаться. Это печально. Старая водяная мельница. А, я еще не ту хрень использовал. Вот ведь. Тоже печально, кстати. Можно было не торопиться, да? Тоже печально, печально. Концентрация. Чисто теоретически. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Да, действительно. Не помню, что тут надо сделать. Кстати, о птицах. Блин. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Да. Мне осталось очень мало. Батареек. Без батареек плохо. Здесь вообще очень плохо. А, погоди. Так, если здесь тупичок. Наверное. Построили же. Странную хрень. Блин, вот это все трешовенькое. Без дырки. Я думаю, что после и там не страница вообще. Блять, страница. Сука. Совсем и не видно было.
бежит. Тьма носит ее лицом. Или повезло. Да, он тут не один, но такая тишина. Здесь пройти можно. Ладно. Чудесно, чудесно. Есть 13. Как здесь казалось, кстати, страничка лежала. Ага. Не казалось, ты смотри. Возьми страничку. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Да. Значит, иногда во всяком дерьме, блин, бывает секретка. Я, конечно, не думал, что это прям такая секретка, да. Но вон та страница, конечно, скорее всего, просрана на том берегу. И это печально. Так, Блин, патронов не было. Патронов не было, это так плохо. Не помню, что это будет. Блять, вот такие игры ночью играть, это, конечно, тут еще, блядь, трэш. Кстати, обычным лучом тоже нормально же. Только он чуть дольше фокусируется. Если даже не держит, если просто вести. В поисках секреток залазишь в какую-нибудь дыру и дохнешь. Решивка. Да, я вон там был. За револьвера, неужели? Так. Just focused. А чё тут за место такое?
Еще один говнюк. Нет. Конечно, самая крутая пушка — это здесь ракетница. Это просто убертоп. Чисто теоретически она валит этого босса. 2 патронов. А не теоретически. Он, конечно, знает. Я, наверное, второй раз не харди играл. И не смог пройти этот лес. Или, по-моему, здесь вот. Кстати. График сопротивляющий стандартный. Здесь, значит, не меняется, да? Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Да. Страничку-то я прошляпил, конечно. Так. Это у нас... Так. Все есть, да? Много нашел. Прочитал. 2. Одна потом ходил. 3. 4. 4 страницы, из них одна только на харде, да? Точнее, на кошмаре. С учетом того, что я одну просрал, и было прям видно. Я просрал еще 2. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Да. То, что ты выбрался из леса. Она чуть кофе не прожат. Что может быть лучше кофе в ночном кошмарном лесу? Даже не знаю. Затрудняюсь, ответить на этот вопрос. Парк трейлерный. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Есть такое дело. Но что-то может пойти не так. Туалеты, да. Как раз здесь я помню. В этом туалете. Так, итого. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. I had to find the key to the garage. Походу бомжи, что ли, спрятали. Травмный дробовик.
Опачка. I needed the garage key to get to the car. Насколько помню, будет прям жесткая жесть. А телек-то? Почему не включаешься? Так, а ключи-то где? A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Yeah. Так. Это плохо. Вышел, блядь, из туалета. А опа, света нету, да? Вообще думал, какой-то босс будет, а это просто на самом деле обычный бот не был. Со своими гопническими. Так, я здесь все забрал, да. Печально. Патронов-то у меня больше нету. Так еще прикольно, что здесь может быть, кстати, вот теперь он задавится. Да, так и есть. Так, а выйти из тачки как? Вот так выйти, да? Не выглядит как большое место, где можно что-то утырить. Здесь бы я бы еще полазил. Ради интереса. Нету страничек, да? Интересно, а в ту тачку можно сесть вообще? Насколько тачки ломабельные? Все-таки мне кажется, что тачки ломаются. Иначе бы их тут не стояло так много. Блин, имеет ли смысл их вообще давить?
А, смотри, у меня какой-то аккумулятор еще есть, кстати, я понял. Это любопытно. Я вижу страницу. Все, тачка того. Вот здесь вот. Сучка. Да какого, блядь, хуя? Сука. Я страницу где-то видел. Я не помню только где уже. Это не страница, да? Там тачка была. Можно я чем-нибудь? Кроме пистолета в эти баночки жахнуть. Блять, целый патрон всрал. Это очень плохо. Так, ладно. Так, получается, что цель того, что я пришел сюда, это баночки. И тачки ломаются. Моргающий грузовик. Я, кстати, вот не помню этого. Оригинальная часть. А это, видимо, просто другая дорога, да? Вряд ли здесь что-то полезное будет. Итого 2 страницы где-то. Где? Ведь... А, ну да. Вот это место, откуда Галин пришел. А к баринам ехать наверх. Тут я уже вроде как все бегал. Конечно.
Это не друг. Определенно не друг. Вот мы и вернулись. Probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Сколько всякой чепуши в тачку, я, кажется, с ним могу уже. Вороны будут тоннами. Уже. Блин, не чихнул, а он нагнулся. Печально, печально тут. Чем больше. Блять. А, это этот говнюк толстый. Сука. Лучше бежать в ближайшее безопасное убежище. А тут нет таких. От слова вообще. Фонарь даже погас. Да. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well, get me? Yes, yes, I get you. Почему-то он обманывает. Сейчас будет трешанить такой. Спастись от моря от птиц, да? Я помню, тоже такая веселуха. Весело.
Я бы с удовольствием сам пожелал свалить. gone. Мне кажется, сейчас приходит гостям с работы. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old year diner. Good.